Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. Сегодня я буду проводить первую подкормку томатов после высадки в грунт. Прошло 2 недели после высадки рассады в грунт, значит подошло время для подкормки растений. Чтобы приступить к подкормке, внимательно осматриваем кусты, чтобы понять, что именно сейчас нужно нашим томатам. Если листья растений маленькие светло-зеленого цвета, растению не хватает азота. Для первой подкормки азотным удобрением можно использовать раствор сброженной зеленой травы или настой птичьего помета. 1 литр настоя сброженной травы растворяем в 10 литрах воды и поливаем по 1 литру подкормки под куст томата, предварительно хорошо пролив грунт. Настой птичьего помета разводим 1 к 20. Для азотной подкормки кустов томатов минеральными удобрениями можно использовать аммиачную селитру, кальциевую селитру или мочевину, разведенную за расчет 1 столовая ложка удобрения на 10 литров воды. Моим томатам азота хватает, они уже вовсю цветут, завязываются первые кисти, значит их нужно поддержать фосфорно-калийным удобрением. Для подкормки я буду использовать настой золы с добавлением борной кислоты. Для приготовления удобрений в небольшом количестве горячей воды растворяю 3 чайные ложки борной кислоты, 1 стакан золы заливаю литром кипятка. Перемешиваю и оставляю настаиваться до вечера. Для приготовления рабочего раствора настойную золу развожу в 10 литрах воды и поливаю по литру под каждое растение. Перед подкормкой обязательно поливаем кусты томатов. Для упрощения ухода за томатами рекомендую установить капельный полив. Он не только сэкономит время при поливе томатов, с капельным поливом растения реже подвергаются бактериальным заболеваниям, из-за того, что вода поступает к корням, а не испаряется. В это же время начинаю обрезать листья томата, которые касаются грунта. Обрезаю по 1-2 листа за раз. Убираю все лишние пасынки. Торопиться с обрезкой листьев не стоит. Благодаря листьям растение проще переносит жару в теплице. Ботва томатов – это замечательное удобрение и средство против огородных вредителей. Оно поможет против паутинного клеща, тли, крестоцветной блошки, совки и листогрызущих гусениц, морковные, луковые мухи, пилильщика, огневки, галицы, плодожорки. Пасынки и здоровые листья томатов заливаем водой. 1 часть листьев и пасынков заливаем 2 частями воды и настаиваем 2-3 суток. Процеживаем и сливаем в емкость. Хранить можно весь сезон. Для использования от тли 1 литр настойки разводим в 5 литрах воды, добавляем жидкое мыло для лучшего прилипания и опрыскиваем. Если почва на вашем участке щелочные или нет золы, можно использовать монофосфат калия. Это быстрорастворимое удобрение, оно быстро усваивается растениями.
Для приготовления раствора столовую ложку растворяем в 12 литрах воды и поливаем по 1 литру под куст. Перед подкормкой не забываем полить кусты. В раствор полезно добавить 3 чайные ложки борной кислоты. Я надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал. Хорошего урожая, всем удачи, увидимся.